Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Елочку наряжаете? Да, подготавливаемся. Татьяна, я много о вас слышал, как о успешной бизнес-леди в Дубае. Видел, как вы успешно развиваете свой личный бренд в Инстаграме. И вот, наконец, приехал к вам. Виталий, мы можем пройти в другую зону и начать интервью, соответственно, в другой зоне. Здорово. Давайте начинать интервью. С какого города вы приехали и чем вы занимались в России до Дубая? Я приехала из города Казани. Я работала в сфере розничных продаж, работала администратором. Последнее место работы я работала торговым представителем в компании Orbit. Сколько вам было лет, когда вы приехали в Дубай? Это было 9 лет назад, мне было 31 год. 31. Ну, самое время, чтобы что-то поменять в жизни, да? Да, согласна. А почему именно Дубай? Так сложились жизненные обстоятельства, что мне нужно было поменять климат по медицинским показаниям. И когда я училась в институте, мы проходили экономику Эмиратов. Мне очень понравилось, как страна быстро развивается за 40 лет. И поэтому смело было, да, Эмираты. Я приехала с целью найти какую-то бизнес-идею. То есть было желание переехать за границу. Были многие моменты в России, почему я хотела просто оттуда свалить. Было много моментов, когда я была обижена на наше государство, на наше правительство. То есть много было интересных моментов, почему я хотела сменить страну. Возвращаться не собираюсь. Перед собой я вижу сильную, успешную женщину, которая добилась определенных результатов здесь, в Дубае. Расскажите, пожалуйста, вот с чего все начиналось? Ну, во-первых, я приехала на 2 недели изначально и планировала улететь обратно, посмотреть, подумать, какой бизнес я могу открывать здесь. Но так получилось, что мне предложили очень выгодное предложение устроиться в качестве администратора в салон красоты. И я, в принципе, согласилась, потому что минимум, если ты устраиваешься на работу, минимум контракт ты должна отработать год, не так, как в России. Ты пришел на месяц, на 2, можешь бросить все и уйти просто. Здесь, если ты подписал контракт, если ты хочешь покинуть место работы, ты должен оплатить, вернуть деньги за визу, за все, в общем, неустойки. Что, в принципе, это серьезный шаг был для меня, я согласилась. Несмотря на то, что у меня оставалось 2 детей в России, я согласилась, подписала контракт и осталась на 1,5 года. Рост был достаточно такой быстрый. Через 2-3 месяца мне предложили стать менеджером в салоне. И я начала изучать страну, законы, вообще, что можно сделать для себя в будущем. И я приняла решение, что да, я хочу остаться, я хочу открыть свой собственный бизнес. Татьяна, в одном из интервью я слышал, что на старте своей карьеры вы мыли полы. Расскажите, где это было? Как раз-таки это было, когда я начинала работу в салоне красоты. Я работала администратором, то есть ресепшионист. И наши, так скажем, наше начальство экономили на всем абсолютно. Экономили на уборщицах, экономили на химчистке. То есть мы сами стирали полотенца, сушили их в 50 градусов жары на улице, потом это все сами гладили. Также мыли полы, чистили пепельницы за своим руководством. Ну, в общем, много чего пережили. Будучи работником салона красоты, вы изучали все процессы изнутри, смотрели в целом, как работает бизнес здесь, да, с определенной ментальностью здешней, делали выводы, и следующий шаг – вы открыли свой собственный бизнес. Правильно я понимаю? Или были еще какие-то? Всегда, когда кто-то спрашивает, как открыть свой бизнес за границей, я всегда говорю, даже если ты хочешь открыть турфирму, тебе нужно изначально поработать в какой-то турфирме, узнать все подводные камни, узнать, какие законы, как все это работает, прежде чем открывать, вообще как слепой котенок, ничего не зная об этой стране. Несмотря на то, что у меня был опыт 1,5 года, я работала в салоне красоты, все равно я открыла свой первый бизнес, и все равно я разорилась. Было очень много подводных камней, о которых я не знала. Татьяна, ну вот первый бизнес провалился, потом вы не отчаялись и пошли дальше, да, насколько я знаю. И какие бизнесы потом появились у вас, в какой отрасли, и какой самый главный проект, который вы сейчас можете гордиться, которым вы горите? После салона красоты я не опустила руки, я поняла, что нужно, я очень целеустремленный человек, настойчивый, я поняла, что нужно что-то в этой же сфере, я поняла, что есть определенная ниша, это спа-салоны в отелях, и я решила быть номер 1 в Дубае.
В принципе, сейчас у меня 4 спа-салона в отелях, я на этом не останавливаюсь, рассматриваю новые проекты. Один отель у нас, который в Абу-Даби, принадлежит шейху Халифе, шейх Абу-Даби. Сейчас шейх Дубая предлагает мне тоже 5-звездочные отели. То есть это говорит о том, что у меня хорошая репутация, и я расту. На данный момент этому бизнесу уже 8 лет, все уже стабилизировано. Я начинаю новый проект, это мой личный бренд, линия моей одежды под именем Татьяна Третьяк. А сколько человек сейчас у вас работает в компании и для скольких работников вы предоставляете рабочие визы? На данный момент около 70, и все они на рабочих визах, потому что в Дубае нельзя работать на турист-визе. Это огромные штрафы, если придет проверка, это где-то 50 тысяч дирхам, то есть это 1 000 000 рублей, если на русские деньги говорить. Накладывается такой штраф. В общем, мы всех оформляем на визу, рабочая виза стоит около $3000. Поэтому я уже говорила, что если человек устраивается на работу, контракт минимум на год, потому что это огромные потери для работодателя, когда человек через 2-3 месяца уходит, ты теряешь деньги, которые ты потратил на визу. Виза плюс медицинская страховка. А виза, страховка – это все вместе. Все Сейчас нельзя открыть визу, если ты не проплатил медицинскую страховку. Татьяна, ну вот после неудачи в бизнесе вы пошли дальше, и в каких отраслях вы пробовали себя, и какие проекты сейчас вы развиваете, какими проектами вы можете сейчас гордиться? Уже запущено производство, то есть мы разработали коллекцию с дизайнером из России Ольгой Гринюк. Ткани покупаются в Италии, шьется в России, и уже первую коллекцию мы отсняли, завели страничку в Инстаграм. Сейчас ждем новое поступление, и будет 4 коллекции в году, то есть 4 сезона. Татьяна, быть красивой женщиной в Дубае помогает бизнесу или женщине сложнее открывать бизнес и вести, или наоборот? Женщинам огромные привилегии. Здесь не привыкли, видимо, к тому, что женщины работают, и когда видят женщину-предпринимателя сейчас, есть определенные, так скажем, условия, и закрывают на много глаза, пытаются помочь женщинам. Но красота и ум иногда не главные факторы. Образование вообще не нужно, абсолютно не нужно, никакого не имеет отношения к бизнесу. Если ты стрит-смарт, этого достаточно. Можно получить 3 диплома и ни к чему не прийти в конце. На нашем канале мы всегда идем вверх, и все действия у нас происходят в движении, поэтому, с вашего позволения, давайте пройдемся, и я вам задам несколько вопросов про цифры. Татьяна, давайте поговорим о цифрах. Вот сколько ваш бизнес сейчас зарабатывает в год? Мой основной доход приносит мне более $1 миллиона в год, благодаря чему я могу инвестировать деньги на такие проекты, как эта студия, либо мой личный бренд, в который я вложила где-то $500 000. Татьяна, вас благодарю за интервью. Эти цветы я принес специально для вас. Спасибо большое. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, и в следующий раз вы сможете дать нам какие-то консультации по бизнесу. Спасибо, обязательно.